Эй, кто сказал, что супергерои только в комиксах? Да ладно, прямо на наших улицах живут настоящие герои, которые каждый день, рискуя собой, творят добро. Они не ищут славы, не ждут медалей, просто делают свое дело. Сегодня вы увидите, как эти люди, которых мы порой не замечаем, изменяют мир прямо на глазах. Их поступки – это настоящая магия современного мира, и я вам покажу, как это происходит. Подготовьтесь удивляться и вдохновляться. Шестилетний мальчик из штата Вайоминг, США, стал национальной иконой после того, как отважно защитил свою младшую сестру от нападения соседского пса. Его подвиг отметил известный спортивный менеджер и даже Капитан Америка. Эта история мгновенно распространилась благодаря посту его тети Ники Уокер в социальной сети, где она поделилась произошедшим событием. Мальчик гулял с сестрой, когда собака начала проявлять агрессию и готова была напасть на девочку. Но парень мгновенно среагировал, закрыв собой сестру. По словам тети, он подумал, что если кто-то и погибнет, то пусть это будет он. Пес укусил его в голову. Но дети смогли уйти целыми и невредимыми. Тетя обратилась к команде «Мстители» и другим известным персонажам, чтобы они узнали о новом герое. Первый пост тети собрал более 220 тысяч лайков. Историю поддержали многие известные личности, включая актера Криса Эванса, который снял видеообращение к мальчику, вызвав у него восхищение. Менеджер боксерского клуба Эгис Клиас выразил свое уважение к маленькому герою, опубликовав фото мальчика после выписки из больницы с подписью «Без комментариев. Просто герой». В штате Канзас, США, произошла необычная история. Маленький щенок случайно оказался под капотом автомобиля, и его присутствие стало заметным лишь после часовой поездки. Хозяйка машины припарковала автомобиль и отправилась по своим делам. А плач песика услышала проезжающая мимо девушка по имени Керри. Она остановилась, узнала причину шума и связалась с хозяйкой машины. Вместе они начали разрабатывать план спасения собаки. Как песик оказался под капотом? Почему он не подал признаков о своем существовании раньше? Жалобный взгляд животного говорил о многом. Керри взяла собаку к себе домой и начала искать информацию о потерянных животных в округе. Вскоре удалось найти владельца собаки, и он был рад узнать, что его питомец нашелся. В России на автодороге Самара, Пугачев, Энгельс, Волгоград. Вблизи села Маянга-Балаковского района Самарской области сотрудники дорожной инспекции, Государственной автомобильной инспекции. Министерство внутренних дел Российской Федерации заметили машину со спущенным колесом, припаркованную на обочине дороги. Рядом стояла молодая женщина, которая пояснила, что у автомобиля спустило колесо, и она не смогла справиться с проблемой самостоятельно. Полицейские предложили автолюбительнице согреться в патрульном автомобиле, а сами заменили колесо на новое. После ремонта женщина продолжила свое путешествие, выразив благодарность полицейским за оказанную помощь. Трехлетняя девочка каталась на санках с горы и в какой-то момент оказалась недалеко от речного берега. Под воздействием теплых температур лед стал рыхлым и провалился, и девочка соскользнула в воду. Молодому человеку, который наблюдал за ситуацией, хватило секунды, чтобы среагировать. Он оперативно вытащил ребенка из воды и перенес в безопасное место, после чего вызвал скорую помощь. Но ребенку повезло. Медицинская помощь не потребовалась, так как девочка не получила серьезных травм и быстро восстановилась после произошедшего инцидента. Этот короткий видеоролик демонстрирует трогательный акт доброты, который совершает незнакомый человек. Ночь освещена уличными фонарями, и камера фиксирует, как человек медленно приближается к собаке, спящей на улице. Он находит старую куртку, брошенную кем-то на дорогу, и решает использовать ее как одеяло для собаки. Мужчина аккуратно поднимает курточку, приносит ее к собаке и нежно укрывает ее ею. Собака, почувствовав тепло и заботу, радостно реагирует на человека. Она виляет хвостом и переворачивается на спину, желая получить немного внимания и ласки. Человек нежно гладит собаку по голове и спине, затем уходит, оставив ее уютной и теплой. Этот небольшой эпизод показывает, как простое проявление заботы может принести радость и облегчение животным, находящимся в сложных жизненных ситуациях. Хотя собака остается на улице, она получает хоть немного тепла и человеческого участия, что, несомненно, важно в холодное время года.
Лучшие хоккеисты мира, чьи игры привлекают миллионы поклонников в НХЛ и КХЛ, объединились на одном льду, чтобы помочь юному российскому гражданину Елисею Артамонову, которому требуется срочная и сложная хирургическая операция. Звезды хоккея, такие как Артемий Панарин, Александр Овечкин, Павел Бучневич, Владислав Гаврилова, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Александр Радулов, Вадим Шипачев, Денис Гурьянов, Клим Костин, Валерий Нечушкин и другие спортсмены собрали целые трибуны зрителей и организовали незабываемую игру, завершившуюся победой со счетом 10-10. Среди участников мероприятия также присутствовали такие медийные персоны, как Нурлан Сабуров, Дмитрий Позов, Денис Дорохов, Александра Трусова и другие. Все собранные средства от продажи билетов были направлены на лечение 6-летнего Елисея. Во время футбольных матчей на стадионе полиция обеспечивает безопасность публики, независимо от погодных условий. Однажды во время одного из матчей началась сильная дождевая буря. Один из сотрудников полиции заметил мужчину в инвалидном кресле и защитил его от дождя, используя зонт, который держал в руке. Этот момент был запечатлен зрителем и быстро распространился в социальных сетях. Полицейского, совершившего этот поступок, назвали героем. Болельщик, производивший съемку, подчеркнул, что подобные ситуации встречаются довольно часто на крупных спортивных событиях, и не стоит рассматривать их как что-то экстраординарное или героическое. Офицер отметил, что приятно осознать, что он сделал доброе дело и оказал помощь другому человеку, даже если это не выглядит особым подвигом. Одна жительница Тель-Авива случайно наступила на улитку, которая осталась живой. Однако ее раковина треснула. Женщина не смогла оставить ситуацию и привезла улитку в ветеринарную клинику. Там специалисты решили оказать помощь по восстановлению раковины. В Тель-Авиве начался дождливый сезон, что объясняет частую встречу с такими животными на улицах. Улитка вылезла на улицу, но никто не обратил на нее внимания и случайно повредил. Благодаря использованию эпоксидного клея ветеринары смогли восстановить ее раковину и вернуть улитку обратно в ее домик. Шеви, как назвали улитку, поправилась, и через несколько недель реабилитации ее отпустили на свободу. Доброта и сострадание являются важными качествами, которые выделяют людей. Приятно наблюдать видео, где люди проявляют доброту и сочувствие к другим. Даже если это небольшой добрый поступок, он имеет значение в мире, насыщенном негативом. Например, владелец магазина электроники позволяет бездомным детям смотреть любимые передачи на одном из телевизоров. Пользователь одной из социальных сетей по имени Гаутам Тривиди поделился видео, где показано, как мужчина разрешает бездомным детям выбрать программу для просмотра на одном из телевизоров в его магазине. Каждый вечер хозяин предоставляет возможность детям выбирать передачу, которую они хотели бы посмотреть. В этот раз девочки указали на мультфильм «Том Сеймоген» и начали смотреть его. Этот простой акт доброты вызывает положительные эмоции у зрителей. Пользователи оценили поведение мужчины и написали благодарности в комментариях. Некоторые пользователи прокомментировали видео, отметив важность таких небольших действий для общества. Один из комментаторов написал: «Маленький, но очень значимый жест. Вероятно, для детей это многое». Другой комментатор отметил: «Очень милосердный поступок. Мне нравится, когда люди делают что-то хорошее для других». Третий комментатор добавил: «Простое действие, но оно делает мой день лучше. Спасибо доброму человеку. Надеюсь, что наша страна и общество будут поддерживать такие инициативы». Известный индийский фотограф Атул Казбекар написал комментарий: «Отличный пример человечности. Добро должно побеждать в нашем обществе». Недавно в китайской социальной сети стало популярным видео, которое тронуло сердца многих пользователей. Девушка прогуливалась с друзьями по парку в китайском городе Цзиньчжун, когда увидела бездомного пса. Собака подошла ближе и взглянула на девушку, словно просила еду. Девушка не смогла отказаться и накормила пса сосиской с пастой. Реакция собаки была неожиданной. Вместо благодарности она расплакалась слезами счастья. На следующий день девушка вернулась в парк и попыталась взять пса домой, но тот испугался и убежал. Конечно,
Такие трогательные моменты не прошли мимо многих пользователей сети, которые многократно пересмотрели видео. Жители российского города Воронеж поделились в социальных сетях видео, демонстрирующего, как сотрудник полиции помогает пожилому мужчине с тростью перейти дорогу. Происходящие события произошли на улице 9 января в районе остановки «Пивной завод». На видео видно, как полицейский остановился и помог пожилому мужчине преодолеть препятствие. Пенсионеру помогали передвигаться, поддерживая с обеих сторон. С одной стороны девушка, а с другой – сотрудник МВД. Комментарии в социальных сетях были положительными, однако некоторые осуждали автора видео. Лучше самому помогать, чем снимать. Утренняя поездка на рейсовом автобусе для жителей подмосковного города Одинцово завершилась неожиданно, но без трагедии. На пересечении Первого Успенского шоссе и села Юдино произошла серьезная авария. Минивэн вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. За долю секунды до столкновения водитель Юрий Горюнов вывел автобус вправо, проехал по неглубокой канаве и благополучно вернулся на шоссе. Пассажиры рассказали, что их автобус сильно наклонило, но не перевернулся. Они проехали по неглубокому кювету и вышли на шоссе. Несколько секунд назад все пассажиры думали, что потеряли жизнь, но быстрое решение водителя и его молниевое реагирование спасли их. Руководство автопарка узнало о поступке Юрия Николаевича от пассажиров автобуса, которые весь день звонили в автопарк и выражали благодарность. Руководство транспортного предприятия и местные власти намерены наградили водителя за его смелое решение и профессиональное мастерство. В Министерстве транспорта Горюнова представили к государственной награде. 17 февраля 2017 года в Казахстане на трассе Павлодар-Астана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого чуть было не пострадали 18 детей-спортсменов и 4 взрослых, путешествующих на автобусе из Баянаульского района в Павлодар на лыжные соревнования. Водитель КАМАЗа допустил ошибку, выбрав полосу встречного движения. В этот момент на полосе встречного направления двигался автобус, в котором находились подростки и взрослые. Водитель полицейского автомобиля, сопровождавшего автобус, Мурат Нурсеитов, сотрудник полиции Баянаульского района, решил использовать свою машину для смягчения удара. В результате столкновения весь удар от огромного грузовика принял на себя полицейский автомобиль, в котором находились 2 сотрудников. Ни один из пассажиров автобуса не пострадал. Дети благополучно прибыли на место соревнований. 2 водителей машины сопровождения доставили в больницу в Павлодар. Один получил травмы, но отказался от госпитализации. Второй пострадал сильнее, испытав сотрясение головного мозга, но тоже отказался от лечения. Роберт Брентли, 37-летний мужчина, ехал по проселочной дороге, когда вдруг заметил в кустах котенка. Он сначала продолжил поездку, но затем решил вернуться. Он осторожно подошел к котенку и поднял его на руки, надеясь снять видео. Но внезапно из высокой травы выскочили еще 3 пушистого котенка, а через минуту у Роберта под ногами оказалось целых 14 котят. Роберт стоял растерянный и не знал, что делать. Котята были такими маленькими и беспомощными, что мужчина решил, что нельзя оставить их одних. Ему пришлось внести коррективы в план. Вместо того, чтобы просто спасти одного котенка, он решил спасти всех. Сложность возникла с тем, как сразу собрать всех и посадить в машину. Котята постоянно разбегались в разные стороны, стоило Роберту только приблизиться. Тогда он решил закрыть двери машины и поместить котят на заднее сиденье. Малыши были настолько маленькими, что не могли выпрыгнуть обратно, и этот метод сработал. После успешного решения проблемы Роберт выпустил короткое видео, в котором рассказывается о его опыте с котятами. Оно собрало много просмотров в интернете и вызвало положительный отклик. Тысячи людей по всему миру оказали поддержку Роберту и предложили помочь ему организовать усыновление котят. Однако Роберт предпочел раздать котят хорошим знакомым, потому что уверен, что они окажут правильный уход за животными. Все эти истории являются напоминанием о том, что важно оставаться человеком, который думает о других больше, чем о собственном успехе. Иногда простой акт добра может значительно улучшить чей-то день или даже спасти жизнь. А теперь, друзья,
Я хочу вам сделать очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Благодарю за просмотр.